Сергей Гармаш – известный российский актер театра и кино. Сегодня он один из самых востребованных современных актеров, но своего звездного часа ему пришлось ждать очень долго. Сергей Леонидович более 35 лет состоит в браке с женщиной, расположение которой безуспешно добивался почти 3 года. Возможно, ему бы не удалось добиться таких успехов, если бы все эти годы рядом не было той, которая помогла ему поверить в свои силы и не дала опустить руки в тот момент, когда он перестал ждать перемен к лучшему. Правда, ей самой для этого пришлось пожертвовать многим. В 1980 году Сергей поступает в МХАТ. Там он знакомится с молодой однокурсницей Инной Тимофеевой. Девушке на тот момент было 16 лет. Сергей был старше Инны на 5 лет. Почти 3 года Гармаш добивался расположения девушки, но она не отвечала взаимностью. К тому же его вряд ли можно было назвать серьезным и благовоспитанным кавалером. У нескольких приятелей Сергея дни рождения тоже были в сентябре, и первый месяц учебы превращался в одно сплошное застолье. В результате из-за прогулов всю компанию лишили стипендий на полгода, и гулякам пришлось подрабатывать дворниками. Но именно благодаря одному из таких загулов Гармашу удалось растопить сердце своей избранницы. Сергей всегда отличался взрывным темпераментом, и однажды в ресторане с кем-то подрался и сломал ногу. Месяц он провел на больничной койке, а потом еще 3 месяца ходил на костылях. Гармаш нуждался в помощи, и сердце девушки дрогнуло. Она взялась его выхаживать, и пара начала встречаться. А вскоре Сергей сделал Инне предложение, и девушка согласилась. Свадьбу решили сыграть на родине актера, в Херсоне. Летом 1983 года Инна и ее родители приехали в город. Однако жениха там не оказалось. Более того, молодой человек не явился даже в ЗАГС. В это время Гармаш был в Москве на съемках своего первого фильма. Он бурно отмечал мальчишник по случаю скорой свадьбы и просто опоздал на самолет. Гости и невеста просили регистрирующую браки дождаться прихода жениха. Гармаш появился только через 7 часов, и несмотря на такое опоздание, молодых расписали. А через полгода пара обвенчалась в Новодевичьем монастыре. На тот момент влюбленные учились на 4-м курсе МХАТа, и через год молодой актер стал работать в театре «Современник». Инна же должна была уехать из Москвы по распределению. Гармаш попросил руководство «Современника», чтобы его супругу также приняли на работу в театр. Но ему отказали. Тогда Сергей сообщил, что если Инна не будет принята в штат, он также уходит. Руководство театра не захотело терять перспективного актера и приняли молодую актрису в труппу. Их совместная жизнь не была безоблачной. Инна Тимофеева признается, что в 1990-х они оказались на грани развода. В кино наступил период безвремени, и хотя оба они продолжали сниматься, серьезных больших ролей ни у актера, ни у актрисы почти не было. Стесненные материальные условия и бытовые трудности только приумножались с рождением дочери Даши, усугубляли ситуацию. У Гармаша всегда был непростой характер, а в этот период он стал невыносимым, к тому же начал выпивать. Разные случаи бывали в семье, и ссорились, и кричали. Были моменты, когда пара могла развестись. Но они разговаривали, находили точки соприкосновения. Именно благодаря терпению и мудрости Инны актерам удалось сохранить брак. Сергей Гармаш очень благодарен супруге за то, что она не оставила его в тот сложный период. «Жена – мой сильнейший тыл. Огромная часть моей киноистории. Это мой первый критик, советчик, рецензент. Она подсказывает, сниматься или нет в этом фильме. Я читаю сценарий, а она следом. У меня за спиной очень надежный человек. Мы вообще-то оба везучие в смысле того, что встретились». Когда Сергею Гармашу было уже за 40, его кинокарьера наконец пошла на взлет. А вот Инне Тимофеевой пришлось пожертвовать своей актерской карьерой ради семьи. В начале 2000-х она снялась в нескольких фильмах, но в 2006 году, через 18 лет после появления на свет их дочери Даши, у пары родился сын Иван. И актриса решила посвятить всю себя заботам о семье и воспитанию детей. Из-за большой занятости в театре и в кино Сергей не мог уделять достаточно внимания детям. Его жена это понимала и никогда в этом не упрекала. Сегодня их быт налажен. Они любят всей семьей собираться на даче в большом двухэтажном особняке с бассейном и баней. Супруги уже отпраздновали 39-летие совместной жизни. Такие крепкие и долговременные союзы – большая редкость в актерской среде. Наверное, залогом их семейного счастья стало отсутствие творческой ревности, взаимное уважение
готовность супруги идти на уступки и то распределение ролей в семье, которое позволило им обоим чувствовать себя комфортно. Известно, что сейчас оба супруга играют в «Современники», но на одной сцене ни разу не встречались. В интервью актер всегда подчеркивает, что семейный подряд для него неприемлем. Однако работа есть работа. Если режиссер скажет стать партнером по сцене, конечно, супруги будут играть вместе. С женой Сергей в совместных проектах никогда не участвовал, а вот с дочерью пару раз попадал. Его табу не действует там, где решения принимают не члены его семьи. Так его дочь Дарья, отучившаяся в Авгике на продюсера, пару раз случайно встречалась на съемочной площадке с народным артистом Сергеем Гармашем, не по своей инициативе. Отца звали работать режиссеры и те продюсеры, что отвечают за актерский состав. Сейчас дочь работает в должности заместителя киностудии «Русский проект». Девушка вышла замуж за киноосветителя Павла Сидорова. В 2017 году молодые люди порадовали Гармаша внуком Павлом. Сергей Гармаш уверен, настоящий мужчина – это тот, кто способен прокормить, защитить, обогреть, любить ближний круг и, безусловно, быть доказательно ответственным за этих людей. Таким настоящим мужчиной он выглядит не только на экранах, но и в глазах своих близких.